Всем доброе утро! Всем доброе утро! Вот мы проснулись и покинули место нашей ночной стоянки. Что я могу сказать по итогу? Все вчерашние злоключения привели нас к знакомству с замечательным человеком. Мы приобрели нового друга. Масик, привет! Ну а сейчас мы продолжаем наше путешествие. Впереди нас ждет много интересного. И начнем мы с Бедийского собора. Нашли на трассе маленькую отвороточку, съехали и припарковались вот здесь, для того, чтобы посмотреть на вот эти вот виды. Вика увидела розу. Январь месяц. Ребят, едем. Не мог не тормознуть. Посмотрите. Парась предупредил своих друзей. Вот этот вот. Вообще прям рай на земле, ребят. Такая красота, солнышко, полянка, зверята пасутся. Класс! Вот после тяжелого трудового дня лежат, отдыхают. Это уже становится утомительным. Не проехали метров 500, а вон Вика уже снимает. Вы посмотрите, кактусы цветут, ребята, кактусы цветут. Обалдеть! Настоящий, он с иголками. Какие иглы здоровые. А это у них семена здесь, видимо. Вот чудо чудное, такого я не видал. Дорога с переменным успехом. Сейчас мы будем заезжать на вот такой вот мост. Асфальт кончился, начались камни. Ну, лучше камни, чем глина. Не застрянешь. О-хо-хо-хо-хо. Нас ведет в горы. Дорога стремится вверх, едем чисто по камням. В плане зацепа, да, не хватает полного привода. Сейчас под таким уклоном жопа загружена. Но ничего, на первой, не спеша, с пробуксовочками едем. Как тебе, Викусь? Круто. А тут он кто-то живет и ездит на пузатерках, и ничего. Вопрос все, видимо, в скилле вождения. Каштановый дом стоял, 8-комнатный каштановый дом стоял. И трапезная была.
доехали до Бедийского собора, и это было не зря. Ладно, сам собор. Я где нахожусь. Здесь руины домов, где жили всяко разные люди. Люди не бедные, люди значимые. И вот здесь вот церквуха. Какая она необычная. Спереди стена прямая, сзади скругленная. Все древней кладкой. 10 век. 10 век. С ума сойти. На 3-м этаже. Лестница идет с улицы на 2-й этаж. Там ребята стоят, а я поднялся чуть повыше. Виды, воздух, горы. К сожалению, и здесь эхо войны. Сходил за фонарем. Сейчас мы пойдем туда внутрь. Уже при входе мы слышим, как капает вода. И видно красивые свисающие растения. Ступеньки ведут нас вглубь. Кладка 10 век. Вы представляете? 10 век. Представляете, как давно это было? Какие интересные. А вот эти ребята растут прямо из стены. Здесь очень прохладно, стены толстенные. Представляете, как кайфово здесь укрываться в жару. Обрушившаяся кладка – это тоже последствия войны. Интересно, если это была стена, это, наверное, был какой-то тайник. Интересно, это тоже 10 век? Посмотрите, как ровно обтесаны камни, как плотно они прилегают друг к другу. В соседний зал стоило только пересечь порог, сразу приятная прохлада, влажность. И эти растения растут прямо на потолке. Как нам подсказали местные, в это окно во время войны влетел снаряд и нанес вот такой урон. Это снарядом прошибло стену насквозь. До сих пор это в таком состоянии. Вряд ли это будет восстанавливаться. Храму во время войны тоже досталось. Зато оголившиеся стены открывают нам вид на историческую кладку. Тот же 10 век. Молчу про то, что внутри храма прохлада. Тут стоят леса. Тут есть алтарь. Иконы, можно свечи поставить. Стены порой в каких-то надписях. Но при взгляде наверх дыхание замирает. Правда, вот эти вот камни как-то стрёмно. Есть также остатки фресок. Вот кто их писал, когда их писали, вы посмотрите. И как, блин, у кого-то рука поднялась на них какую-то мазню свою наносить. Сволочи. Вот здесь тоже, за росписью этих ублюдков, можно видеть фигуры, лики. Прямо по лицу человека. Вот что ты за мразь, кто это писал, а? Какое было здесь величие. Последствия поездок по горам выглядят примерно вот так. Вот навигатор сейчас не прав. Он нас ведет вот по этой дороге. Вон следы асфальта, видите?
Когда-то там была автомобильная дорога. Вон еще там ее следы прослеживаются. Но она не проезжая, все, кончилась. Поэтому мы едем вот по этой гравийной, но надежной. И форсаж включаем. Заберемся, нет, на второй. Давай, давай, давай. И вот мы входим в ту дорогу, которую размыло. Вон она. Ай-яй-яй, тянем, 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 тянем. Вытянул. Вот дизелек, молодец. Пес. И мост. И вот мы попали в мейнстрим. И приехали мы в такое знаковое местечко. А там ветер дует. Кайф. И открывается шикарный вид на этот мост, который когда-то был железнодорожным. Там люди. Да. А вода какая чистая, ключевая, красивая. А такая красота, если посмотреть в другую сторону. Поехали дальше. Едем дальше, в Акармару. Дорога, да в принципе хорошая, терпимая. Камни по бокам. Горы, мы находимся между них. И как бы вид не зачаровывал, смотреть надо все-таки на дорогу. Здесь она может преподнести сюрпризы, как пить дать. Подъезжаем к интересному месту. Настоящая галерея. И это защитная мера от камнепада. Параллельно нашей дороге идет дорога железная. Точнее, дороги железной там уже нет. Остались только строения. Ну а мы тут едем. На недоприводе все внедорожнички обгоняем потихоньку. Они тут плетутся, бедолаги. Вон такое дерево классное. И вон там вдали виднеется мост, он еще выше. А все потому, что поезд может на меньший угол забраться самостоятельно. Поэтому и подъем у него намного более пологий, чем у автомобиля. Поэтому мы так низко, а пути уже так высоко. Настоящий город-призрак. Акармара. Заброшено все. А какой заборчик кайфовый, а? Смотрите. Супер. Там мост. Мы сейчас по нему поедем. А кое-где и теплится жизнь. Ребят, я еду, но я просто не могу перестать снимать. Реально город-призрак. Самый настоящий. Сколько жилья стало просто невостребованным. Подъезжаем к мосту. Мост высоченный. Но вроде по нему ездили. Да, накат от колес есть, значит машина выдерживает. Отличная идея убедиться в этом, когда ты уже на середине моста. Недействующая железнодорожная станция Акармара. Любеня жуткие. Мы по такой дороге ехали, там на УАЗиках возят. Я не знаю, как он проехал. Видны остатки погрузочных строений. Вот это вот здание очень интересное, с кладкой. Остатки станционного здания. Ну, сохранилась лепнина, следы былого величия.
Мы оказались на втором этаже. Даже бетон не может выстоять под натиском времени. А вот каменная кладка, в принципе, может. А вот все, что осталось от железной дороги. Несколько гнилых деревянных шпал и пара подкладок. Все. Эхо здесь, конечно, шикарное. Горы, скалы и лютые заброшки. Остатки великой страны. Раньше здесь кипела настоящая жизнь. В Союзе шахтеры, горняки получали большие деньги. Не то, что сейчас. Но все кануло в лету. Увы. А вот слышна техника. Они доехали на пузатерке. Господи, руссо-туристы, от них не скрыться. Облика морали. Вон, кстати, за ними здание вокзала. Вот так оно выглядит с другой стороны. Симпатично. Красивые вот эти на колоннах украшения. Класс. Делали же раньше, а сейчас все стекло, бетон. Все монотонное, все главное, чтобы блестело и было гладким. Тоска. Внимание на дорогу. Так. Вот классно, что здесь такие бетонные, мощные отбойники стоят. Его хрен вынесешь. Ну и в чачу мы влезли. Ну, ладно. Отличный повод машину помыть. Главное, ничего тут не оставить. Вот ну лази бы не оставили бы. Это да. Макс, а ты лопату с собой взял? Нет. А надо? Ай, головой ударилась. Сорян. Всю дорога, видишь, она каменная. Бедный Бусик не представлял, что с ним будет, когда мы его покупали. Бедный Викусик не представлял, когда ехал вот на эту гору, что с ней будет. Ну что, сталинский ампир, ребята. Красота, даже фонтан. Даже, блин, фонтан здесь, представляете? И в нем еще есть вода. Кайф. А заборчик, ой, вообще мне он так нравится. Вот этот вот, во. Вот этот заборчик просто восхитительный. Наверное, это дикий баян-бабаян, но выглядит просто великолепно. Погнали. Как всегда, вход заделан не просто так, а потому что здесь реально разложиться и вообще. Вода уже добивает это здание. Что там? Что ты там нашел? Есть что поесть? А? Ладно, кто ищет, тот найдет. Удачи тебе, бродяга. А ты все давай, пятак ему потрогай. Пока Викуся фоткала красивые здания, я посмотрел, что творится сзади. Ребят, это минусы автодома в горах. Все убирается за 3 минуты, но сам факт выглядит, конечно, трэшово. Как тебе то, что ты видишь сзади? Ого! Вот мы проезжаем в Куарчал, скажем ему до свидания. Когда-нибудь мы сюда вернемся, потому что мы толком не посмотрели гранд-завод, который за этими деревьями. Едва ли там можно куда-то подняться, там уже одни руины. Поехали!
Телята. А вот это вот ветка на Откварчал. Как видите, движения по ней нет. Есть только движение вот таких вот ребят. В другую сторону вид еще более удручающий. Но зато этот переезд один из самых безопасных. Обожрались в 3 горла. Ребят, город Сухум, ресторан Дэм. Порции большие, цены кайфовые, обслуживают быстро, готовят быстро. Вообще не реклама, просто советую, мне понравилось. Собственно, Рома с Дианой нам про этот ресторан рассказали. Жаль, что мы так поздно туда сходили. Потратили кучу времени на другое заведение. Сейчас мы уже двигаем в сторону границы. Пока едем, Вика наводит порядок. Прибирается в нашем домике после всех этих горных маршрутов. Трясучка была там, но вы видели. Вот как-то так это и происходит. Ну а мы едем дальше, уже в сторону дома. Трип вообще получился нетипичный для нас. Все как-то, знаете, все на грани. То мы чуть с Абхазом не столкнулись, то там собака бешеная чуть не укусила. Со стеклом эта история. То у Вики казалось, что аппендицит. Такой хрени у нас нет обычно. Это какой-то нонсенс вообще творится. Самовар не растопили ни разу. Я с собой взял самовар, купленный в Дагестане. Ну, отличный повод подписаться. На следующие трипы обязательно будем топить. Это до границы. Занимаемся переливанием воды. Как бы очевидно это не звучало, но бутылочка с чистой водой под рукой — это очень важно и приятно. Граница со стороны Абхазии. Ждем. Впереди въезд на родину. Ой. И неужели это хвост? Ребят, мы встряли. Кого только на границе не встретишь. Эх, ввели бы такую же границу, как с Беларусью. Проехал в столб, что было? Граница, Вот мы и перешли границу. Добро пожаловать на родину. Всем доброе утро! Всем привет! Вчера ехали как могли. Но когда пришло понимание, что поездка становится просто небезопасной, ну из-за состояния, приняли решение искать местечко, где можно приткнуться. Ну, кто ездил по сочинскому побережью, понимает, что тут отвороточек, ну, не так прям много, где можно встать. Тут мы видели замечательное местечко, на которое руки сами же и завернули. Вот такая вот парковочка у ресторана. Бонусом знакомая всем троица. Ну а мы сейчас попьем кофе и двигаем дальше. Очень важное дело. Ребят, под конец нашего путешествия малый голландец заполнился под самый потолок, по крышечку. Не будь дураками, надо его перезаряжать. У нас жидкость зеленая, в принципе, можно ее сливать где угодно. Но, как-то, знаете, туалет на природу. Поэтому мы тормознули на заправке известного бренда и пойдем сейчас
перезарядим прямо там в туалете. Давайте посмотрим, как на это будут реагировать окружающие, что у нас вообще из этого получится. Шаг первый. Достать голландца. Шаг второй. Отстыковать чистый бак. И отставить его куда-нибудь. Шаг третий. Взять бак и пойти на риск. Все, сейчас плеснем немножко чистой воды и жидкости для переработки поступающего материала. Бак чистой воды мы заправим из канистры с запасами воды, которые у нас есть в багажничке. А вместо чистящего средства добавляем пару капель обычного средства для мытья посуды. Как выяснилось, его хватает с головой. Пока мы поедем, оно все перемешается, сболтыхается, будет и пена, и чистящие, и ароматизирующие свойства. Все, на этом экипировка окончена. Обычно мы доезжаем до Ростова, ночуем на выезде из города и уже дальше за денек спокойно доезжаем домой. Сейчас будем проезжать это место, заправка, а за ней чуть в стороне парковка. Могу смело вам посоветовать для стоянки на ночь. Вот этот поворот, заправка, вон там парковка, машины стоят. Небольшое отдаление от трассы позитивно сказывается на качестве сна. А мы едем дальше. По навигатору еще 1000 километров, 10 часов ходу, а времени сейчас 16:41. Будем мы в 3:18, согласно навигатору. Докуда получится доехать, не представляю. Ну ладно, дом там, где ты его припарковал, так что не пропадем. Едем домой, Вика почитывала новости и наткнулась на эту огромную аварию под Тулой. Как раз по М4 Дон, как раз Платка, как раз на Москву. Ну вот, прям вообще идеально. Только от момента записи видео на пару дней пораньше. Интересный факт она нашла, что карета скорой помощи, которая примчалась на выручку пострадавшим, тоже попала в аварию. Правда, как пишут новостные издания, карета пострадала не сильно. Но сам факт. По пути сейчас тоже видели аварию, 2 машины, все раскореженные. Дорога опасная, надо быть аккуратнее. Представляете, вчера до дома не доехали 200 километров. Я еду, а как будто сон вижу. Картинка в глазах аж плывет. Стремное дело, когда ты ведешь машину по неосвещенной зимней дороге на скорости около 120 км в час. А Вика при этом занималась своим любимым делом. Ну, не мудрствуя лукаво, решили съехать и отоспаться как следует. Поэтому сейчас свежие, бодрые, готовы завершать это путешествие. Только кофе попьем.